К началу 23 века ресурсы Земли были окончательно израсходованы. Запасов нефти и угля на других планетах Солнечной системы обнаружено не было. Человечество резко сократило свою численность. К этому времени у Солнца была обнаружена вторая звезда-компаньон – Солнце-2 на расстоянии 30 световых недель. Оба Солнца вращались вокруг общего центра масс, в котором находилось плотное пылевое облако, препятствующее проникновению излучения от соседнего светила. Космический зонд, запущенный несколько десятилетий назад, передал изображение планет от Солнца-2. Одна из планет была похожа на Землю, только с двумя лунами. Это был шанс для спасения. В кратчайшие сроки были построены 4 корабля длительного пребывания в космосе, названные «Апексами». В них разместилась большая часть генетически стойкого населения Земли и представителей животного мира. Полет продолжался 116 лет. Во время полета, за 10 лет до высадки колонистов на новую планету, связь с Землей внезапно прервалась. Но новые впечатления и заботы от покорения нового мира постепенно стерли тревоги за судьбу людей далекой Родины. Соедини. Привет. Хорошо, что сумел с тобой связаться. Сейчас все линии заняты. Кажется, мы получим новый образец. Откуда он? Произошел прямой контакт. Где-то над лесом. На северо-западе. Мы туда сейчас вылетаем. Подробности расскажу позже. Жду тебя наверху. Подожди, надо подготовить оборудование. Я уже все сделал. Давай быстрее. У тебя есть 40 минут. Сеанс связи окончен. Здесь написано, что вас отстранили от полетов за невыполнение приказа, что привело к утере ценного оборудования. Я разбил истребитель. Вот как? И что же произошло? Долгая история. Хорошо. Расскажете позже. У нас не комплект летного персонала, поэтому мы возьмем вас на испытательный срок. Но помните, мы не истребители. К работе приступите немедленно. Сейчас поднимитесь на самый верх
Будьте вторым пилотом на грузовике. Далее по обстановке. Успехов! Обещали дать напарника. И где он? Раз обещали, значит дадут. Только бы не молодого. А сам-то ты какой? Какой надо, такой и есть. Ладно, мы вылетаем, а ты следом. А я к вам. Очень приятно. Пилот? Пилот. На чем летал? Почти на всем. Ладно, посмотрим. Ну, покажи, какой ты пилот. Куда летим? Вон туда. Держи ровнее. Шасси убери. Где ты так учился летать? Хватит акробатики. Поднимайся выше. Теперь отдохни. Пусть поработает автопилот. А ты не очень-то разговорчив. Твой предшественник рта не закрывал. За это и поплатился. А что с ним? Во время задания он занял служебный канал, а там передавали уточненные координаты посадки. Был сильный туман, и чуть не разбили груз. А с этим здесь строго. Да, не повезло. Ну вот, кажется, и прибыли. Дальше я поработаю. Наконец-то! Все, мы на месте. Готовы принять груз. Пойди посмотри, что к чему. Если понадоблюсь, позовешь. И поменьше инициативы. Они это не любят. Простите, а это что?
Вас что, не проинструктировали? Вы не должны задавать вопросы сотрудникам лабораторий. Ладно, не буду. Что значит ладно? Согласно инструкции, я обязан сообщить об этом руководству. С вами я поговорю позже. А сейчас надо оперативно провести погрузку. Где ваш автопогрузчик? Мне кажется, это то, что мы искали. Правда, о работоспособности сейчас говорить рано. А ты что стоишь? Давай грузи контейнер. Как насчет тихого вечера? Тихого не получится. Передали штурмовое предупреждение. Штормовое? Мы летаем выше всех штормов. Здорово это у вас получается. В академии я был первым в гонках на автопогрузчиках. Правда, наши преподаватели этого очень не любили. Грузим осторожно. Образец руками не трогать. Так, теперь медленно заводим грузовой отсек. Мне кажется, что не пройдет. Все должно пройти, только очень осторожно. Стоп! Давай назад! Поздно. Я же сказал, что не пройдет. Да что он там делает? Стой! Больше не двигай. Я сам посмотрю. Я ж тебя просил позвать меня, если что. Хочешь мне грузовик изуродовать? Подожди, вот я сейчас вылезу. Вы куда? Назад! Это нельзя трогать руками! Вот, парень, что бывает с теми, кто не выполняет инструкции Института пространства и времени. Ладно, все случившееся я возьму на себя. Давайте быстро проведем погрузку и летим назад. Передали штурмовое предупреждение. Надо успеть доставить образцы в институт.
У нас мало времени. Воспользуйся внештатным режимом крена автопогрузчика. Мы и так нарушили массу инструкций. Теперь грузовик вести тебе. Но я же не могу. Знаю. Ввиду ценности груза, в качестве второго пилота с тобой полетит она. У нее есть на это допуск. Все, за работу. Как я вляпался в такую историю? И дня не проработал. Не переживай. Мой начальник имеет вес в институте, он все уладит. Я даже не знаю, ради чего так рискую. Ты можешь хотя бы сказать, от чего этот обломок? Всего рассказать не могу, но от того, что мы сейчас перевозим, может очень зависеть дальнейшая судьба человечества. Мне кажется, я где-то уже это слышал. Зато ты теперь первый пилот. Вы готовы? Давно. Тогда стартуйте за нами. Вперед, пилот! Грузовики вернулись? Пока нет. Как вернуться, сразу сообщите. Хорошо. Зеркало. По курсу штурмовой фронт. Мы не можем лететь дальше. Надо искать место посадки. Ни в коем случае. Воспользуйтесь автопилотом. Он еще ни разу не подводил. А где программа с курсом для автопилотов? Выбран режим усиления тонирования. Автопилот не работает. Я поднимаюсь.
функционирует. Нужно время, чтобы они заработали. А его-то у нас нет. Свяжись с диспетчерской службой. Что-то с передатчиком. Коммуникатор работает только на прием. Попробуй найти маяк в ближайшей точке посадки. Это может быть достаточно далеко. Кто это? Тихо. Что это с вами? Там таких много. И скоро они будут здесь. Я знаю их. А почему бы его не уничтожить? Мне кажется, он знает, куда лететь. Надо проследовать за ним. Только недолго. Это истребители сил экстремального реагирования. Ну и что? И я думаю, им надо помочь. Помочь – это не наше дело, и к тому же у нас очень ценный груз. Мы только что его чуть не потеряли вместе с нашими жизнями. Нам запрещено летать за пределы атмосферы. На грузовике не работают приборы. Нужно время, пока они сам восстановятся. Под нами сплошной штормовой фронт. А там людям нужна помощь. И я направляюсь к ним. Ты об этом пожалеешь. Я уже жалею. Весь сегодняшний день пошел наперекосяк. Обнаружен один из грузовиков. Где он? Да что ж там с дверью-то? И долго мы еще будем лететь? Мы почти уже их догнали. А что дальше? Посмотрим. Лучше поворачивай назад. Надеюсь, ты не собираешься лететь внутрь туманности? Как раз туда я и собираюсь. По курсу множественные объекты. Где ты их здесь собираешься искать? Пока не знаю. Поворачивай, пока мы не погибнем. Сейчас мы их найдем. Это засада. Надо вызвать подкрепление. База. Туманность блокирует передачу. На них напали, я так и думал. А что, пушки не заряжены?
А зачем? Мы не летаем в дальний космос. Это здорово. Тогда действительно пора поворачивать. Наконец-то ты это понял. Теперь надо как можно быстрее предупредить. По курсу неопознанный объект. Сворачивай. Не получается. Пилоты почти не пострадали. А вот ваш ученый Что? сильно ударился головой. Нужна регенерация памяти. Его сейчас готовят к операции. Я хочу его увидеть. Хорошо. Думаю, смогу перекоммутировать ваш образ прямо в операционную. Встаньте, пожалуйста, по центру экрана. Ну что, начнем? Мы вместе работаем. Не возражаете, если я поприсутствую? Можете остаться. Но только не разговаривайте. Хорошо. У пациента частично повреждены области ранней памяти. Мы сейчас ее восстановим по копии данных мозга месячной давности. Как месячной давности? Сотрудники научных подразделений обязаны сдавать копии своей мозговой деятельности в конце каждого дня. Ну, это то, что у нас имеется. Это я выяснил. Это же грубейшее нарушение должностной инструкции. Хорошо. А теперь мы начнем операцию.
Операция закончена. Сейчас он слышит? Да, он вас слышит. Данные мозга мы уже восстановили. Теперь поплавают в биорастворе и завтра будет как новый. Сегодня вас спасло то, что вы ранены. Позже мы с вами серьезно поговорим. Ну не надо так с больным. Он еще очень слаб, и ему не надо волноваться. А теперь готовьте его к биорегенерации. Что там с грузом? И где второй грузовик? Груз цел. Второй грузовик исчез. Что значит исчез? Это в принципе невозможно. Мы сейчас изучаем данные с 3 спутников над зоной шторма. Все, что найдем, сообщим. Хорошо. Я буду ждать результатов. Как там с погодой? Дождь практически закончился. Сейчас пошел небольшой снег. Снег? Нам только снега не хватало. Что это было? Мы с чем-то столкнулись. Двигатели не запускаются. Видимо, поврежден привод управления. Попробуй запустить двигатели, используя дистанционную систему самодиагностики. Отличная идея. Я перепрограммирую систему дистанционного управления, а ты пока свяжись с диспетчером. Что? Ты не знаешь, как это сделать? У тебя же допуск к полетам. Нет у меня никакого допуска. Это просто замечательно. А чего еще у тебя нет? Хорошо, хоть двигатели ориентации работают. Смотри, Что? это не наша Луна. Значит, система навигации тоже не работает? Тогда куда мы? Так, надо запустить двигатели, пока мы не вошли в атмосферу планеты. А если не запустим? Тогда или сплавимся в плазму, или грохнемся о поверхность.
В любом случае у нас мало шансов, учитывая повреждение корпуса. Может, я все же могу чем-то помочь? Пока ты можешь помочь, если помолчишь. Все, время вышло. Включаю носовую защиту. Думаешь, это поможет? А что, у нас есть выбор? Выбор есть всегда. Например, ты мог бы катапультировать кабину на более высокую орбиту. И ты об этом только сейчас говоришь? А я думал, тебя только груз интересует. Груз всегда важнее только до момента угрозы жизни человека. Слушай, хватит мне читать должностную инструкцию. Первый раз вхожу в атмосферу на такой скорости. Надеюсь, не последний. Сейчас самое время запустить двигатель. А ты откуда знаешь? Лучше не спрашивай, а делай. Кажется, ты была права. Дистанционная система работает. Будем садиться. Где это мы? Сейчас выпустим зонд и все узнаем. Как ты думаешь, нас будут искать? Искать будут, а вот найдут ли? Жаль, я не успела сделать в жизни ничего стоящего. Мой отец говорил, если хоть один человек скажет тебе спасибо от чистого сердца, значит, ты уже не зря прожил жизнь. Наверное, он прав. Но где найти этого человека? Вы хотите сказать, что после того, как первый пилот грузовика телепортировался неизвестно куда, наш профессор самовольно назначил новичка первым пилотом, а вторым пилотом отправил аналитика событий? А почему вы не сообщили об этом в институт? Профессор сказал, что мы долетим раньше. И чего же не долетели? Автопилот сбился во время грозы. Все, хватит с меня ваших автопилотов. Вы свободны. Мне нужен командир сил экстремального реагирования. Я вас слушаю.
Вы? Вы не носите очки дифферентности? Только на официальных приемах. Ладно. Я комендант Института пространства и времени. Меня интересует ваш бывший пилот. Этим занимается подразделение работы с персоналом. Согласен. Но это был ваш лучший пилот. Итак, что мы имеем? Неизвестная планета, неизвестно в какой части Вселенной. Ты это серьезно? Тогда откуда на орбите планеты взялся этот Апекс, да еще с 7 номером? Ты тоже его видела? Мы чуть с ним не столкнулись. Насколько я знаю, Апексов было 4. Но кто-то ведь его построил. Значит, мы находимся не дальше 1 светового года от своей планеты. Ты так говоришь, как будто это совсем рядом. В любом случае, нам надо вырваться из притяжения этой планеты и попытаться связаться с тем, кто нас услышит. А если нас никто не услышит? Хватит предположений. Дальнейший план действий таков. Чтобы выйти за пределы атмосферы планеты, нужно пополнить баки горючим. Если мы сможем найти поблизости источник воды, то переработаем ее в топливные элементы. А для этого придется выйти наружу. Что, прямо так? Из данных метеозонда выходит, что мы можем здесь дышать. Но лучше это делать в маске. А что с повреждениями корпуса? На полное восстановление всех поврежденных участков грузовика уйдет дня 2. Быстрее микророботы просто не справятся. У нас будет время, чтобы подготовиться к взлету. Ты в этом уверен? Ведь ты даже вообще не знаешь, что это за планета. Я знаю, что у тебя есть свой план. Но мы им воспользуемся, если у меня не получится. Хорошо? Ладно, делай, как знаешь. Вот и отлично. А перед тем, как переодеться в термокостюмы, давай взглянем на новый пейзаж. У меня нет времени на воспоминания. За последние сутки мы потеряли 5 истребителей вместе с пилотами. Мы тоже потеряли 2 грузовика и 3 сотрудников института. Один из них – ваш бывший пилот. Не наступайте на мою тень. Еще никто не жаловался на наших пилотов. Я не жалуюсь. Мне только надо выяснить, куда он мог исчезнуть вместе с грузом, грузовиком и аналитиком событий. Если это тот пилот, о ком я думаю, то вам нечего беспокоиться. Возможно, это так, но мне нужна дополнительная информация. Примерно через час будут обработаны данные о событиях сегодняшнего утра. Тогда я свяжусь с вами. Да-да, конечно. Возможно, тогда прояснится судьба исчезнувшего пилота. Этих запасов калорий нам надолго хватит. В этой маске ты выглядишь так же замечательно, как и без нее. Да, это
просто чудо, что мы с таким повреждением вообще не потеряли грузовой отсек. И ты говоришь, что за 2 дня мы починимся? Это не я говорю, это бортовой компьютер так говорит. А ты уверен, что он правильно интерпретирует события? А ты? Твой образец вроде не пострадал. Пойду взгляну на наружные повреждения. Не страшно выходить наружу? А что там может быть? Ни зонд, ни бортовой компьютер ничего подозрительного не заметили. И ты им веришь? Конечно. Нет. Я верю только себе. Смотри, не убедись в обратном. Там бортовой компьютер подает сигналы. Какие сигналы? Это мне начинает нравиться. Все меньше и меньше. Контейнер с образцами доставлен в институт. Переключите меня на место разгрузки. Я так понимаю, это все, что мы на сегодня имеем. Все образцы на 9-й уровень. Зонд обнаружил воду в 5 километрах отсюда. Я отправляюсь туда и заправлю первый бак. Я пойду с тобой. Зачем? У нас нет оружия. Чем я тебя буду защищать? У нас есть концентратор времени. Он гораздо лучше любого оружия. Концентратор времени? А что, он уже существует? Пока это только опытный образец. Радиус действия около 2 метров. И что это нам даст? Нам нужно находиться рядом, чтобы оставаться в зоне его действия. Хорошо, потом покажешь, как он работает. Бери его и пошли. Но на автономном питании надолго его не хватит. А мы и так ненадолго. Только 2 поездки.
Передача объекта завершена. Рядом со мной. Я покажу, как работает концентратор времени. А теперь возьми камень. Слышишь? Что? Тишина. Теперь брось камень. Недалеко. А теперь я выключаю питание. Здорово. И это все? Подожди, сейчас еще один фокус покажу. Ничего себе фокус. Подними бокс, там аккумуляторы. Теперь медленно отходим назад. Энергии хронополя осталось секунд на 20. Замечательно. А теперь замри и не двигайся. Может, хватит таких экспериментов? Ты не понял. Этот прибор нас только что спас. Он для нас ускоряет течение времени. Поэтому все вокруг выглядит застывшим. Я понял то, что мы здесь не одни. И лучше побыстрее вернуться в грузовик. В этом ты совершенно прав.
Замечательно. Это просто здорово. Как мы теперь улетим отсюда? Можно перевернуть грузовик с помощью оставшегося автопогрузчика. Перевернуть? Ладно, перевернем. Но сначала ты мне объяснишь, что это за обломок и почему из-за него происходят все наши неприятности. Неприятности еще только начинаются. Как я и обещал, после совещания по разбору сегодняшних полетов вы можете наконец узнать, что же все-таки произошло. Вот примерная последовательность событий сегодняшнего дня. В 6 часов 36 минут в 500 километрах севернее столицы произошел аномальный всплеск энергии в атмосфере планеты на высоте 12 километров. В центре энергетического всплеска появился некий зеркальный диск, который начал медленное снижение на поверхность. Два истребителя, оказавшиеся рядом, предприняли попытку перехватить диск. Не найдя другой возможности, сначала дали предупредительный залп из пушек, а затем выпустили самонаводящуюся ракету средней мощности. В результате прямого попадания ракеты в цель диск полностью разрушился, а образовавшийся вихрь неизвестного происхождения буквально поглотил обоих пилотов с их истребителями и еще значительную часть атмосферы планеты. Это произошло в 6:42. Спустя примерно час, в результате сильно понизившегося давления в районе взрыва зеркального диска, образовалась сильная штормовая обстановка. Это заставило временно прекратить поиски пропавших пилотов. Перебои в связи из-за электромагнитных возмущений вообще привели к полной остановке всей наземной поисковой операции. В 7:55 3 истребителя, находящиеся за пределами атмосферы планеты, обнаружили 2 пропавших пилотов, которые преследовали аналогичный зеркальный диск со стороны второй Луны. Присоединившись к погоне, все 5 ушли в сторону туманности. Пока от них нет никаких известий. А теперь посмотрите внимательно. Этот аппарат не отвечал на запросы спутника и потом отправился вслед за нашими истребителями. Узнаете? Это наш пропавший грузовик. Видите? Я же вам говорил, что наши пилоты просто так не пропадают. Нужно набраться терпения и немного подождать. Что ж, возможно, вы правы. Завтра попытаемся перевернуть грузовик. Сначала перевернем второй автопогрузчик. Да, надо поторопиться, пока нас не съели местные животные. То, что мы сегодня видели, точно нас не достанет. Ты всегда уверен в том, что говоришь? Конечно. У меня большой опыт работы в разных областях человеческой деятельности. А ты что, сомневаешься? Я не сомневаюсь. Я анализирую. Ты что-нибудь слышал об аналитиках событий? Слышать слышал, но ни разу не сталкивался. Это новое поколение сверхлюдей, которых удалось создать после многолетних неудачных экспериментов с генами. Их буквально единицы, и их держат где-то в заперти на благо всего человечества. Они знают все о нашем будущем. Это неправда. Я аналитик событий. Ты? Аналитик событий? В это трудно поверить, но это так. И ты знаешь, что с нами будет завтра?
тебя неверные данные. Аналитик событий способен спланировать весь дальнейший алгоритм действий, основанный на анализе нюансов в изменениях многих параметров окружающего мира. Аналитик событий не предсказывает будущее, он его рассчитывает. Хорошо, тогда спрошу по-другому. Что мы будем делать завтра? Ты сам сможешь ответить на этот вопрос, если подумаешь. А для начала скажи, что ты знаешь об этой планете. Это планета с очень влажным климатом. Слишком влажным. Горы сильно эрозированы дождевыми потоками. Атмосфера частично пригодна для дыхания. У планеты есть Луна, а на орбите вращается 7-й апекс. И какой из этого вывод? Это обитаемая планета. Неверно. Это планета Земля системы Альфа-Солнца. Земля? Наша первая родина? Да, Земля. Что ты знаешь о Земле? Дай подумаю. Земля – третья планета в системе Альфа-Солнца. Сформировалась около 5 миллиардов лет назад. Спустя 4 миллиарда лет возникла жизнь во всех ее проявлениях. Но потом появилось существо, которое стало убивать себе подобных ради развлечения. Техника убийств совершенствовалась. За всю историю человечества в 20 тысячах войн было убито более 4 миллиардов людей. Войны пожирали значительные запасы ресурсов Земли. Когда возникла угроза существования самой жизни на Земле, природных ресурсов почти не осталось. Тогда была предпринята попытка создать нового человека для новых условий. Это время называют Великой генно-клоновой революцией. Все, кто не прошел процесс генной перестройки, погиб. Остальные выжившие на 4 апексах улетели на Землю Б в системе Бета-Солнца. Связь с Землей системы Альфа-Солнца была утеряна более 60 лет назад по неустановленной причине. И ты хочешь сказать, что это и есть Земля системы Альфа-Солнца? Планета, которую мы потеряли? Совершенно верно. И ты теперь знаешь, что здесь произошло 64 года назад? Пока не знаю. А если подумать? Похоже на всемирный потоп. Опять верно.
Но поток продолжается все эти 64 года, поэтому нам и надо торопиться. Сколько у нас есть времени? Не больше суток. Тогда чего же мы здесь разлеглись? За работу. Подожди, поспи немного. У нас был трудный день, а тебе еще предстоит управлять не до конца восстановленным грузовиком. Как же можно уснуть рядом с настоящим аналитиком событий? А ты не думай об этом. Позволь, я обо всем подумаю. Спи. Спасибо за подробную информацию. Можно я задам последний вопрос? Хорошо, спрашивайте. Что это за история с разбитым истребителем? Это было 4 года назад. На орбите планеты вступила в строй новая космическая станция, собравшая много известных ученых и инженеров из разных областей научной деятельности. Все, что тогда произошло, навсегда изменило судьбу 3 пилотов, возвращавшихся домой с лунной базы. Наконец-то. Через полчаса будем дома. Чё хорошего? Опять к повышенной гравитации привыкать. От лишних калорий ты скоро в истребитель не влезешь. Да я легче тебя на целый килограмм. Да, конечно. На грунте второй луны. Ладно, хватит вам засорять эфир пустыми разговорами. Может, завтра выберемся на природу? А что? Неплохая идея. Вы как, командир? Неужели мы не надоели друг другу за 2 недели дежурства? Завтра мне предстоит... Астероид. Прямо за нами. Быстро расходимся. Ничего себе камушек. Откуда он взялся? Лучше спроси, куда он летит. Наверное, вы правы. Первый вызывает базу. Первый. База слушает. База, это первый. У нас астероид. Он направляется к планете. Возможно, есть опасность столкновения. Передаю данные. Понял вас. Соединяюсь с группой антиастероидного комплекса. Хорошо, давайте быстрее. Тут счет идет на минуты. Это дежурный антиастероидного комплекса. Вы уверены, что ваши данные верны? Разумеется. Дело в том, что это астероид 4305. Мне это ни о чем не говорит. Конечно. Вы ведь не можете знать, что астероид 4305 должен сейчас быть за 2 миллиона километров отсюда. Значит, либо он изменил орбиту, либо это другой астероид. Вы в этом уверены? Мы теряем время. Лучше проверьте его новую орбиту. Я уже это сделал. Не может быть. Что еще? Через 8 минут он столкнется с нашим орбитальным комплексом. А новостей получше у вас нету? Подождите. У вас ведь есть боекомплект. Попытайтесь изменить орбиту астероида хотя бы градусов на 5. А я сейчас активирую орбитальную лазерную пушку. Мы должны успеть. Хорошо. Делаю пробный выстрел.
Чтобы сдвинуть эту глыбу, надо 20 таких зарядов. А у нас только 17. Вот-вот. Я, кажется, знаю, что можно сделать. Нам нужно засинхронизировать запуски всех ракет. Но силы взрыва все равно не хватит. А вот это я беру на себя. Минутная готовность. Все. Сбить второй он уже не успеет. Отлично сработали. Фактически он был героем. Но комиссия посчитала иначе. Я слышал о последствиях падения обломка астероида на нашу планету, но не знал подробностей. Интересно, где сейчас наш герой? Мне приснился огромный астероид, который врезался в Луну, и она упала на поверхность планеты.
Так это и было, только Луна не упала на Землю, а перешла на более близкую и вытянутую орбиту. Примерно раз в 20 дней Луна вызывает приливную волну океанов высотой в несколько километров, и вода несколько раз омывает поверхность Земли. Все, хватит спать. Времени мало, а сделать надо много. Все, теперь остается ждать прилива. Будем надеяться, к этому времени топливных элементов будет достаточно, чтобы взлететь. Смотря куда ты хочешь взлететь. По данным зонда, в южном направлении начинается горный массив с высотами 3-5 километров. Там можно попробовать переждать первый прилив. В любом случае, ждать второй прилив уже не придется. Точно. Мы либо стартуем, либо утонем. Но ты не ответил на главный вопрос. Как мы преодолеем расстояние в полсветового года до своей планеты? Сначала надо выйти на орбиту, затем попытаться найти и пристыковаться к Апексу, а дальше по обстоятельствам. Ладно, так и сделаем. Что это? Луна приближается. Смотри, стаи птиц летят к западу, значит прилив начинается. Взлетаем. Что там еще с двигателем? Он был поврежден при переворачивании. Немного не дотягиваем до гор. Придется садиться где получится. Старайся посадить грузовик повыше. Катапультируй кабину. Ну что теперь? Кабина хоть и герметична, но мы здесь все равно долго не протянем.
К тому же нас занесет илом. Быть погребенным заживо? Что-то меня эта перспектива не вдохновляет. Тогда выходим наружу. Если повезет, то попробуем смастерить что-то вроде плота. Времени не хватит. Ладно, пошли. Ты была права. Это действительно Земля. Система Альфа-Солнца. До чего же они ее довели? Почему они? Это мы ее довели. Люди. Мы давно уже не люди, и ты это знаешь. От людей в нас остались только видоизмененные гены. Ты права. Это теперь мы знаем, что планета единый живой организм. И если в теле организма появляются паразитирующие клетки, то они будут уничтожены, а их место займут другие, здоровые клетки. Поэтому здесь теперь хозяйничают морские животные. Эти животные скоро будут здесь. А вот и нет. Это горное плато не достает приливные волны, поэтому здесь все сохранилось. Значит, мы спасены? Не совсем. Где твой концентратор времени? Остался в кабине. Жаль, не успеем им воспользоваться. Что ты сделал с моим грузовиком? Твоим? Я думал, грузовик собственность института. Твой предшественник тоже так думал и вылетел с работы. Помню, вы чуть не разбили груз. Груз мы действительно не разбили, а вот про грузовик я этого сказать не могу. Знаешь, в этот раз было примерно так же. Откуда у тебя эта конструкция? Мне ее подарили. Кто? Они представились как санитары Вселенной. Возрождают покинутые цивилизациями планеты. Эти зверушки в море выведены ими. Теперь многое становится понятно. Если вы не собираетесь их здесь изучать, то предлагаю улететь отсюда. Да, пожалуй. А куда? Те два кресла ваши. Владельцы этих кресел не очень высоки. А как управлять этой посудиной? Догадайся с 3 раз. Неужели головой? Головой можно только стены пробивать, а управлять надо своими мозгами. Понятно. Что понятно? Этот корабль нам дали для того, чтобы мы наконец поняли, что Вселенная не бездонная пропасть для неудачных экспериментов, а тесное сообщество эволюционирующего разума. Чтобы дотянуться до звезд, вовсе не обязательно строить гигантские корабли,
сжигающий ресурсы целой планеты. Ответы на все вопросы лежат у нас под ногами, но мы упорно их не замечаем и продолжаем наступать на аккуратно нами же разложенные до боли любимые грабли. Это мы называем прогрессом цивилизации. Ладно, хватит философствовать. Своими эмоциями ты разрушишь корабль. Вы так ничего и не поняли. Этот корабль не средство передвижения, а полет наших мыслей и надежд. Мы так давно этого ждали. И куда мы сейчас направляемся? Домой. Отлично. Думаю, в дороге сумею выспаться. Вряд ли ты успеешь выспаться за пару минут. За пару минут? Конечно, вы ничего не помните о том, что было вчера. Я это знаю. Вы помните только то, что было месяц назад. Это я тоже знаю. Но мне непонятно, как вам удавалось столько времени не выполнять мои инструкции. Молчите? И правильно делаете. Потому что пока не вернется второй грузовик, вы будете под моим постоянным наблюдением. Запомните, больше никаких нарушений инструкций. На крышу здания опустился летающий лист. Откуда этот корабль? Да подождите вы. Им надо хорошенько отдохнуть. Минуточку. А где второй грузовик? Не понял. Разрешите мне. Это теперь собственность института. Что ты делаешь? Мы вырвались из безнадежной ситуации. В это просто невозможно поверить. Неужели мы так и разойдемся? А что ты хочешь? Ну, скажем, продолжить наше знакомство. Ты действительно этого хочешь? Я уверен, что и ты об этом думала. Хорошо, идем.
Подожди минутку, я сейчас. Только ничего здесь не трогай. Поле телепорта активно. Так как ты хотел продолжить знакомство? Нет, ну это просто несправедливо. Почему я должна его все время спасать? Где это мы? В соседней студии. Что? Стоп! Снято. Всем спасибо. Подождите, в какой еще студии? Вы должны были сказать в соседней лаборатории. Все, на сегодня хватит. Еще раз скажи. Поехали. А тебе еще предстоит управлять. Твою мать. Ну, вообще замечательно.